Всем любителям электротранспорта привет! С вами бойцовский клуб Fight Bikes. Позади меня вы видите картинку такого милого маленького щеночка, но сегодня будут биться настоящие цепные псы. Ау-ау! До этого вы видели битву супертяжей, а именно трайк против трайка. Вы видели даже неравный бой трайк против двухколесного. Но сегодня самая зрелищная и интересная динамичная лига, а именно супер легкий вес. Легкие как перышко, но мощные как скала. Быстрые как ветер и горячие как солнце. В общем, встречайте наших бойцов. В красном углу ринга сити-кока от компании Skyboard PR30. Стильный, модный, молодежный, на хромированном литье. Этакий мальчик-мажор, которого папа протащил во взрослые бои. Но так ли он прост? Мощное колесо 3000 Вт, места для 3 батареек, регулируемые амортизаторы, профессиональные дисковые тормоза. Этот парень явно готов не хуже других. Но битва покажет! В черном углу ринга расположилась наша темная лошадь PR20. Выглядит немножко поскромнее своего оппонента, но всего добился сам, без мам, пап и кредитов. Он уже был бит трехколесным товарищем из более тяжелой весовой категории, но кто не падает, тот не поднимается. Схож по характеристикам со своим оппонентом, но диаметр колеса немного меньше. Плюс это или минус, узнаем после боя. За моей спиной сейчас находится байк BR30 Skyboard. Он в красном цвете, 3000 Вт. Посмотрим, на что он способен сегодня. За моей же спиной находится байк BR20, черный цвет, также 3000 Вт. И мы устроим реально горячую битву. Разве что хотелось бы упомянуть о некоторых отличиях. Это, естественно, колеса BR30 у нас на вот таком красивом серебристом литье. И здесь же у нас штамповки на модели BR20. Все-таки на BR30 колесо немножко побольше. И повлияет ли это на результат, как ты думаешь? Я думаю, да. Повлияет однозначно, но как? Я не хочу сейчас предполагать, я просто хочу посмотреть, что получится. Да, не забывайте, что это бой, произойти может все, что угодно, вне зависимости от уровня соперников, вне зависимости от каких-либо условий, абсолютно непредсказуемая штука. Обзоры на эти байки мы, кстати, вам уже показывали в предыдущих 2 роликах. А сейчас битва в суперлегком весе на канале Skyboard. Ну а сейчас традиционная битва взглядов. Хорошо, парни, расходимся по углам. А судья сегодняшних соревнований, вот этот вот парень, его зовут Каскасандр Шлеменко. Очень опытный рефери, он повидал многое. Посмотрите на его боевые царапинки здесь и там и сям. В общем, будем надеяться, что он будет максимально непредвзятым. И мы вставили сюда ключи, чтобы эти дурацкие веревки не затягивались от напряжения, которое на них приходится во время наших соревнований. Ключи очень надежные, и мы им полностью доверяем. Именно поэтому мы используем эти ключи, которые вы получаете в комплекте с вашим скутером. Поехали дальше. Значит, правила такие. Есть линия, и мы должны перетянуть друг друга за эту линию. Будет 4 раунда. 4 раунда, и мы после 2 раундов меняемся байками. Все просто, все очевидно. Кто перетянет, тот герой. Погнали! Итак, все готово к представлению. Мы готовы. Камера готова. Еще одна готова. 3-я готова. 4-й вертолет и... 5-я готова. Ну чё, погнали. BR20. BR30 и 1-й раунд. Значит так, Итак. передний ход включен. Важно, подножку убираем. Да, кстати, подножка убрана. Ну чё, на счет 3. Фронт, 3-я скорость. Фронт, 3-я скорость. Раз, натянемся. 2, 3. быстро закончился. Ничего себе, а почему так быстро? Так неинтересно получается. Я слышал, как гудел мой мотор. А я думаю, что это был мой мотор.
Так, ладно, раунд второй. Остаемся на тех же байках. Ну, второй раунд. Давай, Поехали. второй раунд. Мне кажется, я чуть-чуть поздновато нажал газ, поэтому ты меня перетянул. Кстати, я уточняю, сейчас покрытие не такое, как в предыдущих видео. Оно более плотное. Мы специально это сделали, чтобы они не так закапывались в землю. Да, мы за чистоту результата. Все, поехали. Второй раунд. Давай, готов? Готов. Ага, Раз, раз. два, три. Так. Ай-яй-яй-яй-яй. Да! Вот это поворот. Получилось! Ха-ха-ха! БР-20! Е! Как так вышло-то? Я не Что знаю, случилось? что случилось. Ну что, сначала ты меня тянул, потом я приотпустил, видать, ты тоже приотпустил. И, Да-да-да. короче, газанули. Так, ну что, 1-1. Что будет дальше? Мы меняемся байками. Итак, третий раунд. Третий раунд. Сейчас будет поинтереснее. Во-первых, мы меняемся. А во-вторых, начинаем. Погнали. Готовы? Да. Педалька убрана. И раз, 2, 3. они гудят. Нет. Нет, в смысле нет? Стой! Стой! В Не смысле было, не было. Судья! Ты чё? Было! Короче, видео повтор решает. Видео Мы повтор сейчас не решает. можем это посмотреть, но вы это уже видите буквально через раз, два, три. Как... Была, да. Нет. Как... Была, да. Нет. Как... Была, да. Нет. Ну, вы все видели сами, результат мы пока не знаем, поэтому сделаем четвертый раунд и посмотрим, все-таки, может быть, будет 5. Может быть, мы добавим экстра раунд, потому что, ну, непонятно. Проще сделать нечетное, 3 неинтересное, 5 само то. Все, погнали. Раз. 2, 3. Вот. Давай. Ну почти. Давай. Да, все. Было! Ей! Что произошло вообще? Мне кажется, все зависит, ну, явно не от мощности, потому что они по мощности, в принципе, одинаковые. Радиус особо тоже роли не играет, потому что мы с переменным успехом тягаем друг друга. Тут делать техники уже, Возможно, по-моему. радиус играл бы роль, если бы мы были вон в том щебне, где в прошлые разы. Потому что там они прям копать должны были бы. А здесь, так как твердая земля, Я не знаю, просто они тянут и тянут, но тут уже делать техники. просто зависит, да, кто как резче на газ нажал. Ну и сколько как, раз. и как вес распределить тоже, как бы. Поэтому, ладно, 5-й раунд. Кто Да. смотрел предыдущий выпуск перетягивания? Моя фишечка, да. Понял, о чем мы. Кстати, я тебя выиграл вот этим, потому что я как раз таки сел назад тогда. Возможно, это Кто влияет. сейчас куда садится? Ну, давай я уже на 20-ке поеду, ты на том поедешь. И делаем максимально все, чтобы победить. То есть мы садимся весом назад, мы целимся, выдумываем, как там работать с газом. Не тормозим, ногами не упираемся, только равновесие. Не тормозим, хорошо. Кстати, кто до сих пор не понял, чем они отличаются, смотрите видео сравнения или обзоры. Да, ребят, и подписывайтесь на наш канал Электроскутеры Skyboard. Пока Жека там бегает, настраивает дрон, я вам расскажу свою тактику. Значит, я сяду максимально назад и отклонюсь назад и буду еще вот так вот вперед дергаться чуть-чуть. То есть я попытаюсь перевести весь свой вес на заднее колесо, чтобы было лучше соприкосновение, и тем самым попробую его выиграть. В последнем заключительном раунде, во-первых, у меня есть преимущество. Я на прошлой неделе набрал 2 килограмма. А во-вторых, я думаю, нужно сделать так, как Андрей в прошлом видео, плюхнуться назад, во-первых. Это во-первых. А во-вторых, я вообще не буду газ отпускать. То есть вообще, я просто втоплю и все. Погнали. Ну и 5-й решающий раунд. Хотя заведомо я уже могу сказать, что эти байки очень похожи, одинаковые по мощности. В принципе, мы все скажем в выводах, ну а сейчас А сейчас выживет только один. и мы снова меняемся байками. А вот просто так. Да, потому что мы можем.
Так, все, пора применять мою хитрую тактику. Я сажусь. Женька, ты готов? Да. Так, а назад-то не откинется, ладно. Да. Раз, 2, 3. Вот! Топим! Нет, 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 ну Слушай, Ну это слишком обидно. Я не готов мириться с такой. Я его перетащил. а все уже. А уже все. А надо было раньше. Ребятки, это было круто на самом деле. Почему? Потому что ощущения без буксов, они совсем другие. Ты заметил? Да, ты начинаешь чувствовать мотор, когда нету пробуксовок. Да, да. Я не знаю, хорошо это или плохо. А точнее мотор-колесо. И немножко, знаешь, немножко уменьшается пространство для маневра, для тактики именно. Где-то закопаться, где-то в своей же ямке, когда чуть-чуть тебя вытягивает, взять разгон, этого всего нет. Просто плоская, чуть-чуть скользкая земля. Вот. Но, в принципе, они ехали ровно. И я думаю, битва окончена. Дело в том, что мне лично больше по душе БР-30, а Андрею БР-20. И поэтому я очень хотел, чтобы БР-30 победил. Но победил, я думаю, даже... Поэтому я очень недоволен. Но мы не знаем, что точный счет на самом деле. Да, давай уже тогда сделаем выводы именно по ощущениям и под битве. А точный счет только знаете только вы. Погнали. Вот и закончилась наша битва легковесов. Счет, результат вы видите на ваших экранах прямо сейчас. Ну а я же хочу поделиться своими впечатлениями от данного соревнования. Мы бились БР-20 против БР-30, и байки действительно равные в этом плане. Я прекрасно понимаю, что никто не будет использовать байк по вот этому вот назначению. Как бы я бы даже вам не рекомендовал этого делать. Катайтесь, получайте удовольствие от езды и также получайте удовольствие от просмотра этого ролика. Это было забавно. Вот. Но что хотелось бы сказать. Мощность одинаковая, 3000 Вт, батарейки тоже одинаковые, 20 ампер-часов на 60 вольт. И я думаю, что тяга у них тоже одинаковая. Мы выбрали ровную, довольно-таки плотную поверхность, чтобы не было никаких пробуксовок. И вот мы побились, результат практически равный. Поэтому не могу отдать предпочтение, здесь уже точно дело вкуса. По тяговой мощности они абсолютно, в принципе, одинаковые. Я же, как уже много раз говорил, я люблю БР-20 за то, что он чуть-чуть поменьше, он чуть-чуть пожестче. БР-30 это же такой корабль, который плывет по волнам ваших дорог, если ваши дороги волнистые. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал Электроскутеры Skyboard. Кстати, обо всех моделях вы можете посмотреть на нашем сайте skyboard.store. И когда вы уже присмотрели какую-то определенную модель, цвет, комплектацию, то я предоставляю вам список наших городов присутствия. Находите магазин в вашем городе, звоните, записывайтесь на тест-драйв, приезжайте, пробуйте, трогайте, нюхайте и покупайте модель электроскутера Skyboard именно под ваши цели и задачи. Ну а с вами, как всегда, были Андрей и Евгений. Всем хорошего дня и отличного настроения. Пока!